Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами канал Вяжем вместе с Ольгой Горобец. Как вы уже видели в начале видео, я связала вот такую вот маечку из полухлопковой пряжи. Какую пряжу, я тоже вам дальше покажу. Немножечко вот с таким вот, скажем так, декоративной вставочкой, да. Это не видно, к сожалению, на камеру, да, но это золото. Такое темное золото с пайетками. Вот, вставила вот такую вот декорацию, украсила, так сказать, свою маечку. Сейчас я вам расскажу, как я вязала ее, и потом, кому, допустим, нужны какие-то практические моменты, останетесь дальше и посмотрите все моменты, все нюансы, которые, скажем так, были использованы в вывязывании этой майки. Значит так, для начала я вам скажу, что вязала я на спицах номер 3. Вывязывала пройму на спицах номер 2,5. Да, 2,5. Здесь тоже 2,5. И здесь резиночку я вязала на спицах номер 3. Да, нижнюю часть резинки, спицы номер 3. Лицевую гладь тоже на спицах номер 3. Так, нитку я не резала. Получается, покажу, каким способом я вывязывала, вставляла эту золотую нитку для того, чтобы вязала абсолютно по кругу, без швов. Для того, чтобы не делать швов, покажу дальше, как я вывязывала вот эту вот часть. Там ничего сложного, буквально пару действий, скажем так, 1-2 ряд, и его повторяете все время, и как бы никаких проблем не должно у вас возникнуть. Я надеюсь, что доступно все там дальше. Рассказала, показала. Итак, вернемся к нашей технической части, да. Значит, на спицах номер 3 я набрала 195 петель, после чего соединила наше вязание в круг, и у меня на спицах осталось 194 петли. Связала я 5 рядочков резиночки 1 на 1. Вот видно, да? Все знают, что если резинку вязать по кругу, я вяжу бабушкиными петлями, она может дать некоторую косину. Для того, чтобы этого не случилось, я провязала пару рядов бабушкиными петлями, 1 ряд классическими и пару рядов бабушкиными петлями. Кому нужна, допустим, резиночка повыше, вы можете сделать то же самое, просто чередуя несколько рядов бабушкиными, 1 ряд классическими петлями. Что дальше я перешла на лицевую гладь полностью, и по методу интарсия я вывязывала, вот вставляла вот наши пайетки. Что дальше? Вязала я высоту, сейчас я вам скажу, 33,5 сантиметра провязала я в высоту лицевой гладью и приступила к вывязыванию проймы, да. К вывязыванию проймы я закрывала следующим образом. Значит, смотрим: 3 петли, 3 петли, 2, 2, 1. Таким образом я вывязала пройму. Дальше пошла снова вывязывать по прямой. Сейчас так, чтобы красиво вам это все показать. Провязала я так 9 сантиметров в высоту и приступила к вывязыванию горловины. Как я делала? Я, получается, горловину не закрывала петли, а переснимала на дополнительную спицу. Когда пересняла я, значит, смотрите, сначала средние 11 петель, потом 4, по 4 с каждой стороны, потом еще по 4, потом по 3, по 2, по 2 и по 1 петли. И таким образом у меня методом, да, получилась вот такая вот горловинка. Оставила я петли на дополнительной спице и пошла вывязывать дальше шлейки. Шлейки вывязывала я не сильно высокие, потому что у меня вырез горловины небольшой получился, значит, где-то 2,5 сантиметра в высоту.
После чего сшила, с обратной стороны я делала все то же самое, вот, кроме того, что на спиночке я провязала на 2 рядочка больше, и после этого начала, скажем так, переснимать вырез горловины, да, петли горловины на дополнительную спицу, для того, чтобы у меня была такая вот как, ну, небольшая вот такая вот разница получилась. Дальше шлейки точно так же вязала здесь, и сшила я трикотажным швом. Вот, видно, да? Ну или не видно, шва не видно, скажем так. Вот, шила я шлейки трикотажным швом, после чего взяла спицы номер 2,5. Здесь у меня были уже петли, да, зафиксированы, здесь тоже. Они были не закрыты, просто пересняты на дополнительную спицу. Я просто подняла петли из шлеек. Вот. Подняла петли из шлеек. Провязала один лицевой установочный ряд и провязала по 5 рядочков по кругу резинки 1 на 1. После чего провязала 2 ряда полой резинки, вот здесь видно, да, и закрыла наше вязание иглой. Дальше приступила к вывязыванию, скажем так, обвязыванию проймы, да. А здесь мне пришлось поднимать все петли, да, по кругу полностью, провязать один лицевой ряд установочный. Им же, ну, когда я, получается, как поднимала, не просто петли подняла, а сразу их провязывала. Вот, поднимала спицей, не крючком, и тут же ниткой провязывала. Как я это делала, я тоже дальше покажу. После чего здесь у меня получилось, еще я не сказала, на проймах у меня получилось сколько петель. Секундочку, 110 петель. Вот здесь по кругу у меня получилось 110 петель, а в горловине у меня получилось по кругу 124 петелечки. Итак, провязала я на пройме 5 рядов резинки и 2 рядочка полой резинки. Значит, вязала я резинку именно 1 на 1 на спицах номер 2,5, а вот полую резинку я взяла спицы поменьше. Вот, и после чего тоже, в принципе, закрыла иглой, трикотажной иглой. Вот такая вот она получилась с обратной стороны, да, наша пройма. Видно, да? Я выбрала, смотрите, один вот так вот ряд, который у меня был достаточно хорошо виден. И из него начала вот каждую петелечку поднимать. Каждую подняла. И вот, собственно, так у меня и получилось. Майка вяжется несложно, сразу скажу. Для тех, кто вяжет, любит свободное, скажем так, вязание, могут смело взять спицы номер 3,5, 4, даже 4,5. Она будет более такая рыхлая. Вот. У кого-то может быть пайетки покрупнее. Вы можете пайетки заменить просто другим цветом, например. Ну, взять пряжу другого цвета или вставить только люрексовую нитку. Можете взять бисер, допустим, на очень тонкую нить, насадить бисер и вплести его в вязание. Тоже будет очень красиво. Также будет красиво и с камнями Сваровски это смотреться. В общем, на любой, скажем так, вкус. Ну и бюджет тоже, конечно, это немаловажно, скажем так. Собственно, вот такая вот у меня получилась майка, топ. Кто-то это посчитает не майка, потому что шлейки широкие, пожалуйста, дело ваше. Для меня это майка, потому что все, что топ, это очень короткое. Ну, топ, значит топ, скажем так. Но не футболка, во всяком случае, так как здесь отсутствуют рукава. Вот. Круглую горловину я давно себе хотела. Пряжу тоже я хотела такую. У меня, получается, как получилось... Был заказ на детский комбинезон, я купила упаковку пряжи. На комбезик у меня ушло 3 моточка. Я люблю просто упаковками брать, как бы так, больше мне нравится, да. И остались у меня, естественно, нитки. Настолько они мне понравились, что я решила себе топ тоже связать. Ну, разнообразить решила вот такой золотой пайеткой. Я, конечно, очень хочу вам максимально ее показать. Вот.
Не знаю, она, наверное, больше... Она у меня осталась. Вот точно передается сейчас она. Вот сейчас в бобине она передается. Это пайетка на вискозе. Я не знаю, почему камера съедает на зеленом цвет, но она точно так же смотрится на зеленом, как в бобине. Так, что еще хотела сказать? Хочется максимально и тоже кратко, чтобы вам было не скучно смотреть это видео и полезно одновременно. Значит, на расход у меня ушло на эту майку 3 моточка и совсем чуть-чуть, вот буквально на вот эту пройму, чуть-чуть от 4-го мотка. Все, как бы. Но это на мои параметры. Да, самое главное, нужно ее измерить, какая она у нас получилась. Значит, в ширину, в спокойном состоянии, скажем так, мы ее не растягиваем, она получилась 40 сантиметров. Вот, 40 сантиметров. Ну, скажем так, я небольшая, вязала я ее на себя, невысокая, поэтому как бы сильно так тоже на мои размеры не ориентируйтесь, потому что барышни у нас все разные. Вот, кто-то больше, кто-то меньше. В груди 41 сантиметр получился. Здесь 40 в бедрах. Почему? За счет резинки, что резиночка немножко тянет, ну, стягивает. Но когда одеваешь, она все спокойно. Хлопок не сильно резинку держит. Я бы сказала, вообще не держит. Вот. Дальше какие моменты? Значит, вот так у меня 13 сантиметров. И вот так у меня 5 сантиметров. Ширина шлейки вместе с горловиной и с обвязкой у меня получилось 9,5 сантиметров. Так, от плеча от одного до другого, да, 35 сантиметров по ширине. Так, ширина горловины 21 сантиметр. Это без учета, ну, вот так вот я снимаю. Отсюда, сих до сих, да. И в длину... Сейчас я ее измерю. Длину. Смотрите, от вот этой точки я замеряю, вот. От вот этой самой высокой точки до низа. Она у меня получилась 48 сантиметров. Это после стирки. Она была у меня, по-моему, короче, немножко хлопок вытянулся. Я там замеры делала дальше, если кому интересно, посмотрите, скажем так, до стирки, как вот только из-под спиц я ее как бы замеряла. Еще, по-моему, даже хвосты там не обрезала, кончики, ничего. Да, еще хотела показать, как она смотрится с изнанки. Вот с изнанки ее вид. Вот. Собственно, вот так она выглядит и с изнаночной стороны. Пайетки не колятся. Я думала, будут покалывать. Нет, вот я сейчас после стирки ее трогаю. Нет, они легли достаточно удачно. Стирала я ее в машине на режиме бережная стирка, шерсть. Не включала хлопок, несмотря на то, что ручная стирка шерсти у меня стирала, и при 30 градусах, и жидким порошком обязательно. Сухой порошок пряжа не любит, по крайней мере, я не использую. Вы же смотрите, если у вас есть опыт положительный, пожалуйста, каждый, конечно, делает как ему нужно. Пайетки с изнаночной стороны тоже есть. Кому это не нравится, можно взять крючок или спицу и в обратную сторону их туда, скажем так, выдавить, да, и они будут с этой стороны. Мне как бы пайеток с лицевой стороны вполне достаточно. Я хотела добавить просто какого-то нюанса этому зеленому топу. Вот. Я надеюсь, у меня это получилось. Значит, я всем желаю удачи и хорошего просмотра практической части этого топа. И оставайтесь со мной. Всем, кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Я буду радовать вас новыми своими работами. И вяжите вместе со мной. Всем добра и хорошего, замечательного настроения.
Итак, довязали мы с вами до синего нашего маркера, провязываем петелечку перед ним, перебрасываем маркер и снова, смотрите, добавляем нашу золотую нить. И вяжем с вами до следующего, вот, только с золотой уже нитью, до следующего маркера. Таким вот способом. В общем, довязываете вот до последних 2 петелек, это значит 1 петля и 1 накид. И я покажу, что будем делать с вами. Провязывайте золотой ниточкой самостоятельно. Довязываем с вами наши петелечки. Значит, вот смотрите, осталось у нас перед маркером лицевая и накид. Точно так же смотрите, чтобы петли не были скрещенными, да, и вот так провязываете вместе лицевую с накидом, лицевой, вот, чтобы у вас получилась красивая вот такая вот косичка. Собственно, вот таким вот способом вы можете вывязывать вот эту вставку с золотой нитью или какой у вас там будет цвет, без отрыва нити. Получается, здесь никаких не будет у вас там хвостиков и так далее, вот с этой стороны, да, и ниточка останется целая, и вы сможете вот так себе, скажем так, украсить вашу кофточку. Дальше что вы сделаете? Снова перебросите маркер, развернете ваше вязание, сделаете накид от себя, добавите эту золотую нить, перебросите снова маркер и будете вязать изнаночными, скажем так, по кругу снова до этого маркера. Вот так вот пойдете по кругу и пока сюда не вернетесь. Провяжете последние, да, изнаночной, последнюю петелечку с накидом изнаночной, развернете ваше вязание, снова сделаете накид от себя и пойдете вязать лицевой. И вот так, собственно, вы будете вывязывать до тех пор, пока у вас не будет вывязано ровно столько, сколько вам нужно провязать в высоту от нижней части до начала вывязывания вашей проймы. Вот, значит, эту часть вы вяжете самостоятельно. Я позже включу и скажу вам, сколько это у меня, скажем так, да, по размеру получилось. Вы же смотрите, кто-то хочет подлиннее, кто-то хочет покороче, кто-то средненькую длину, кто-то вообще думает, будет вязать платье, да, как бы по такому же принципу можно и платьюшко связать. Вот, значит, так продолжаете самостоятельно, вот, вставлять вот таким вот методом вашу декоративную ниточку. Что ж, я вывяжу на необходимую мне высоту и включусь, и будем вместе с вами вывязывать уже пройму и нашу горловину. Значит, провязала я уже вперед нашей кофточки. Как я оформляла подрезы? Оформляла я подрезы следующим образом. Закрывала петли в таком порядке. В лицевых рядах 3 петли, 3 петли, 2, 2 и 1 петлю с одной стороны и с другой стороны. После того, смотрите, как я закрывала. Я разделила наше вязание круговое на 2 части и с центра начала закрывать переднюю по лицевой стороне переднюю часть. После чего провязала по прямой. Не забывала вывязывать середину золотой нитью, скажем так, добавлять нашу золотую нить. Вывязывала я по прямой, сейчас я вам скажу сколько, 20 рядочков, 20 рядочков в высоту. В сантиметрах я это все, разумеется, вам выше сказала, что сколько где у меня, да. После этого, как я провязала 20 рядочков, я разделила наш перед на 2 части. Пересняла и начала провязывать укороченными рядами. Значит, как? Оставила в центре 11 петель, потом 4, ну по 4, потом еще по 4, по 3, по 2 и по 1. По 2, по 2 и по 1. После этого, когда у меня как бы горловина уже приобрела вот такой вот круглый вырез, да, я вязала шлейки по прямой. Сколько? 6 рядочков. Да,
6 рядочков я провязала по прямой, по 6 рядочков. Итак, на шлейках у меня осталось по 17 петель. На горловине закрыто 41, 42, 43 петли. 43 петли здесь у нас на горловинке. Так, как я это делала с горловиной, я сейчас вам покажу на примере спиночки. Значит, как уже сказала, что провязали на необходимую вам высоту. В моем случае это был, сейчас померяю, скажу вам точно, сколько сантиметров я провязала до формирования подрезов. Где-то 33-33,5 сантиметра я провязала до формирования подрезов. После этого разделили ваше вязание на 2 части, на спиночку и вперед. Вывязывайте сначала либо спинку, либо вперед, не имеет значения абсолютно. Я вывязывала сначала вперед, потому что я хотела, чтобы уже убрать золотую нить, скажем так, чтобы было легче. Так я уже вывязала все и будем продолжать спинку уже только работать, скажем так, со спинкой. Так, берем клубочек наш, подтягиваем петелечки. И сейчас я покажу, как я буду закрывать нашу спинку. Первую петлю, разумеется, мы будем с вами провязывать, так как мы нить вставляем, да? Провязываем первую петельку лицевой. Все подтягиваем. Потом в этот хвостик спрячете, ничего страшного. Вторую провязываете и закрываете. Третью провязали и закрыли. Все, вот так вот я закрыла 3 петли. Маркер снимаю, он мне уже не нужен. Дальше вяжем лицевыми петлями до самого конца. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Маркеры переснимаем. Значит, смотрите, для того, чтобы не сбиться, я когда закрывала петли передней части кофточки, я сразу же цепляла маркеры на спиночку. Для того, чтобы потом не сидеть, не просчитывать, не считать. Так я уже четко знаю, сколько у меня где петель будет закрыто на подрезах. И вот так вот вяжете до самого конца. Последнюю петельку провязываете кромочную изнаночной. Встретимся во втором ряду в изнаночном. Итак, провязали мы с вами лицевой ряд, разворачиваем наше вязание. Я прошу прощения за шуршание, но по-другому, к сожалению, не получится. Спицы будут стучать по столу. Значит, что мы делаем? Снимаем нашу изнаночную, первую, вернее, кромочную петлю. Провязываем изнаночной и вот так вот закрываем. Еще раз изнаночной и закрываем. Все, закрыли, сняли наш маркер, убрали его в сторону и провязываем теперь изнаночными петлями до конца ряда, переснимая маркеры. И так вяжите самостоятельно до конца ряда. Встречаемся в третьем уже лицевом ряду. Итак, провязали мы с вами один лицевой, один изнаночный ряд. Итого 2 ряда. Теперь мы с вами встретились уже во втором лицевом, а в общем количестве в третьем рядочке. Что мы делаем с вами дальше? Снова закрываем наши петли до маркера. Снимаем нашу петлю. Провязываем лицевой и закрываем. Провязываем лицевой, закрываем. Провязываем лицевой и закрываем. Снимаем маркер и дальше вяжем лицевыми петлями до кромочной. Кромочную последнюю провязываем изнаночной. В изнаночном ряду вы закрываете вот эти петли в начале ряда в изнаночном. Итак, в лицевом вы закрываете, получается, левую сторону. Ну, ко мне это получается правая сторона, да? Ну правильно, правую сторону.
а в изнаночном ряду закрываете левую сторону. И так закрывайте вот эти все ваши петелечки самостоятельно. Когда закроете, я закрою, включусь и расскажу, что мы будем с вами делать дальше. Итак, закрыли мы с вами петли подрезов. Вот как видно, да? Это вперед, это спинка. Вот с одной стороны и также с другой стороны. Все, мы закрыли с вами. Значит, здесь я буду еще обвязывать в любом случае. Поэтому, если вы вдруг не будете обвязывать, значит, подберите какой-то более красивый способ, скажем так, закрывания ваших петелек. Вот, но у меня в планах обвязка, поэтому я сильно, скажем, тут не напрягалась. Дальше, что мы делаем? Дальше мы с вами вяжем высоту обратно поворотными рядами, лицевыми и изнаночными, 22 ряда. Если впереди мы вязали 20 рядов, то здесь мы на 2 рядочка вяжем больше, для того, чтобы была вот эта вот разница видна в горловинке. Можете там 24 рядочка вязать. Я планирую 22, примерю, посмотрю. Если вдруг в процессе у меня будут какие-то изменения, я обязательно вам об этом скажу. Как только я провяжу на необходимую мне высоту обратно поворотными рядами, сразу же к вам включусь и расскажу, что я буду делать дальше. Итак, провязала я по прямой нашу спиночку. После того, как мы вывязали пройму, под наши подрезы, да, как пройму. Провязала, дальше провязываем нашу спиночку по прямой, без всяких убавочек, без прибавочек. 22 ряда я провязала и развесила маркеры следующим образом. Маркеры мне нужны для того, чтобы я вязала укороченными рядами. Так, смотрите, значит, по центру у меня осталось 11 петель. Дальше выделила по 3, да, с каждой стороны, еще по 3, по 2, по 2, по 2, по 2 и 1. И вот крайние петли, это 17 петель наших шлеечек, плечевые швы, да, скажем так, будут здесь. Значит, здесь оставляем по 17 петель по краю, и по центру я уже сказала, в каком порядке. Вперед примерно так же вывязывался, только с разницей. Вот сейчас я вам разверну, покажу, что у нас, какой получился вперед. Вот такая вот горловинка, да, кругленькая. Впереди у нас было тоже по 17 петель, это шлейки, и центр у нас было 11, но здесь шли следующие по 4, по 4, по 3, по 2, по 2 и по 1. Вот так я закрывала. Ну, не закрывала, переснимала, видите, на дополнительную спицу. Точно так же я буду сейчас вязать и нашу спинку. Я петли не буду закрывать, а буду их просто не провязывать и снимать на дополнительную спицу. Собственно, давайте я вам покажу, как я буду провязывать эти укороченные ряды, для того, чтобы вы знали. Если кто знает, немецким способом я буду это делать. Вы, может быть, каким-то другим способом. Смотрите, как вам удобно. Итак, снимаем первую петельку. Вяжем лицевые, переснимаем маркеры до центральных 11 петель самостоятельно. Итак, довязали мы до наших центральных 11 петель, снимаем маркер, подтягиваем спицу, чтобы не потерялись наши петелечки, и вот таким вот способом мы будем снимать наши с вами петельки, переснимать на дополнительную спицу. Можно этого не делать, можно, допустим, сразу же провязывать только одну сторону, потом вторую сторону. Я хочу, честно говоря, провязывать обе стороны сразу. Так, не довязали, видите, да? Дальше что мы делаем? Разворачиваем наше вязание. Так, эти петли на спице мы спустили, чтобы они нам не мешали.
Вот, да, и мы не сможем запутаться тогда. Снимаем, подтягиваем нашу спицу, снимаем петелечку и смотрите, что мы делаем. Вот, вот так вот обвиваем. Из одной петли делаем 2 полупетли. Вот так вот. Все сделали. Подтянули и провязывайте изнаночными. Давайте еще раз я посмотрю, все ли так. Да, вот подтянули и провязываем изнаночными петлями до конца ряда. Собственно, вот так вот мы провязали с вами первый укороченный ряд. И таких рядов нам нужно сделать ровно столько, сколько маркеров на спицах. Только мы это делаем с лицевой стороны, да? Не довязываем. Когда же мы будем провязывать вторую половину нашей горловины, мы будем не довязывать с изнаночной стороны, а с лицевой наоборот все провязывать. В общем, собственно, вот так вот вяжете до конца ряда. Довязали мы с вами ряд. Что делаем дальше? Теперь снова мы снимаем первую петелечку кромочную нашу и вяжем лицевыми, не довязывая вот до этого маркера. Видите, где у нас вот осталось вот эти, получается, 2 полупетли, это 1 петля, 1, 2, 3. Вот эти 3 петелечки. До этого маркера не довязываем. Вот довязали, вернее, до этого маркера, эти петли не провязываем. Уже заговорилась. Итак, довязываем мы до нашего маркера. Вот 3 петелечки осталось у нас. Снимаем наш маркер. Вот, сейчас я пересниму эти петли, для того, чтобы мне было удобно их перебросить на дополнительную спицу. Вы можете, я же говорю, оставлять их, просто не довязывать, если вам неудобно, например, перебрасывать. Мне просто так удобней. Тут абсолютно не принципиально, кто как будет вязать. Вот, принцип такой, чтобы вы правильно их распределили для вашего же удобства. Так, вот наши 3 петли. Протягиваем спицу, чтобы она не путалась тут. Разворачиваем снова наше с вами вязание. Вот, подтягиваем спицы. И точно так же снимаем петельку. Берем нашу основную нить и вот так же разворачиваем. Вот, и делаем из одной петли 2 полупетли. Все, и вяжем изнаночными до конца ряда. И таким вот способом вы эту сторону провязываете укороченными рядами до тех пор, пока у вас не останется маркеров. Вот, и у вас должно остаться 17 петелечек на шлейке. Вот здесь 17 петелек. Вот эти все петельки должны постепенно перейти на вспомогательную спицу. Дальше вяжите эту сторону самостоятельно, и я потом включусь, покажу, как будем провязывать вторую сторону, вот эту. Итак, провязала я правую сторону нашей спиночки, вот видите, да, вот центральная ее часть, вот пошло углубление, вывязался вот таким вот способом, укороченными рядами, вырез на спинке. И сейчас я вам покажу, как мы будем вязать вторую левую сторону. Для этого нам нужно развернуть наше вязание на изнаночную сторону. Я прошу прощения, не на изнаночную, а на лицевую. Взять ниточку, так как мы будем сейчас куча спиц, так как мы будем сейчас вывязывать вторую сторону, да, мы берем ниточку от другого клубка или
Обрезаете ту, которая уже закончили, да, сторону вязать, и присоединяем. Как мы это делаем? Если бы мы не сняли вот эту половину, да, этих петель центральной части, тогда мы бы вывязывали с изнаночной. А так как мы сразу сняли всю центральную часть, поэтому мы будем вывязывать вторую часть именно с лицевой стороны. Итак, первую петлю обязательно провязываем, потому что мы присоединяем ниточку. Подтяните обязательно ее, хвостик. Вот. И вяжите лицевые до конца ряда, до кромочной. Кромочную провязываете изнаночной. Так, камера фокусируется на пайетке. Вот. Переснимаете маркеры. И так вяжете лицевыми до кромочной. Кромочную провязываете изнаночной. Провязали лицевую сторону, разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. И сейчас мы с вами первую петелечку снимаем, остальные провязываем изнаночной до синего маркера. Кромочную снимаем. И вяжем изнаночные до синего маркера, до последнего, который маркер у нас на спице. Итак, довязываем мы до нашего маркера, довязали, снимаем маркер, убираем его в сторону. Переснимаем 3 петелечки, подтягиваем дополнительную спицу. Вы можете, я же говорю, эти сложности совершенно себе не устраивать, а просто их не переснимать на дополнительную спицу. Я это делаю, ну, мне так удобнее, скажем. Вот. 1, 2, 3. Все, пересняли. Убрали, развернули наше с вами вязание на лицевую сторону. Развернули, снимаем петелечку. И смотрите, делаем то же самое, что мы делали, только теперь на себя. Из одной петли делаем 2 полупетли. Вот, видно, да? И вяжете, затянули потуже, и вяжете лицевыми петлями до конца, до кромочной. Кромочную провязываете изнаночной. Собственно, вот так вот вы провязываете укороченные ряды со второй стороны спиночки, да? Вот, если так смотреть, это получается у нас левая сторона спины. Вот, как бы вот такое вот углубление, таким вот способом вы провязываете. Вяжите дальше самостоятельно, после чего я, провязав, покажу вам, как сшить плечи и что мы будем делать. Итак, приступаем к сшиванию наших плечей. Оставили хвостик, вот такую вот ниточку, заселили ее в иглу и приступили к сшиванию. Затянули. Значит, заводим иглу сверху, снимаем петельку и заводим ее снизу в соседнюю петлю. Переходим на первую спицу, заводим иглу сверху, снимаем петлю и заводим ее снизу в соседней петле. Возвращаемся к дальней петле, заводим иглу сверху и заводим снизу. Протягиваем ниточку. Дальше возвращаемся к первой спице, заводим иглу сверху и заводим снизу.
затягиваем. Возвращаемся к задней спице, заводим иглу сверху, снимаем петлю и заводим снизу, протягиваем. Возвращаемся к первой спице, заводим сверху, снимаем и снизу. И вот так вот продолжаем сшивать самостоятельно 2 плеча. Значит, сшили мы с вами наши шлейки. Вот такой вот у нас получился результат. После этого мы приступаем к вывязыванию нашей горловины. Да, нам же нужно ее теперь оформить красивенько. Видите, она у нас тут набраны петли, которые не закрытые на спице. И нужно добрать петли на плечах и, скажем так, по кругу уже вязать резиночку 1 на 1. Что мы будем делать? Значит, присоединяем нашу ниточку. Берем основную, все хвосты, все вот эти вот прячем вовнутрь. Дальше мы, вот эти, которые ниточки обрезались, дальше мы с ними разберемся позже, когда мы уже закончим, да, будем сшивать, вернее, завязывать все эти хвостики, прятать. Так, что мы делаем? Значит, смотрите, нам нужно поднять петли. Так у нас петельки, видите, есть, которые мы не закрывали. А вот теперь по вот этим частям, да, нужно поднять нам петли. Что мы делаем? Выбираем какую-то одну красивую косичку, да, из провязанных. Вот. За крайнюю, конечно, не поднимаем, будет не очень симпатично. Вот. И начинаем поднимать. Вот я выбрала, видно, да? И поднимаю из вот этой вот, сейчас, косы. В каждую петельку я захожу и вот так спицей поднимаю. Подняла, да? Опять следующая петелька, захожу и поднимаю. Следующая петелька, захожу и поднимаю. И вот что у нас с вами получается. Вот так. И вот так будет у нас с изнаночной стороны. Значит, что вы делаете? Поднимаете все петельки, где они нужны. Я тоже у себя подниму все петли, как я уже показала. И приступим, выйдем на круговое вязание резинки 1 на 1. И я покажу, как провязывать нам вот эти вот полупетли, да, которые из одной петли развороты были, вот, да, 2 полупетли. Покажу вам, как это провязывается. Сначала мы пройдем одним лицевым рядом по кругу, и потом уже начнем вывязывать резиночку 1 на 1 на необходимую нам высоту. Подняла петли я все одного плеча, и первый установочный ряд я хочу провязать лицевыми. Значит, вот смотрите, у нас здесь 2 полупетли, видно, да? Что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы получилась очень красивая одна лицевая петелечка. Заводим спицу вовнутрь и провязываем лицевой. Вот, видите, у нас получилась аккуратная лицевая петля. Дальше вяжем простую лицевую, обычную, так, и снова у нас вот 2 полупетли. Заводим спицу вовнутрь и провязываем вот так. И вот у нас снова сформировалась красивая петелечка. И так вы провязываете самостоятельно до вот этого момента, где нам нужно снова поднять петли. Я включусь и покажу, как будем делать с этой стороны. Итак, довязала я лицевыми петлями до наших плечей. И что мы делаем дальше? Дальше мы смотрим, как нам лучше поднять петелечки, чтобы не получились, не образовались вот здесь вот дырочки, да? Вот выбираем, откуда мы их будем поднимать, и
по чуть-чуть, потихонечку, вот так вот. Вот выбрали одну косичку, и вот по этой косичке поднимаете, продолжаете петли. Вот. И так поднимаете петли, смотрите, да, уже мы вот эту часть подняли, вот вторую, следующую, еще следующую. Вот, вот что у нас. Закончили мы с вами вывязывать установочный ряд. Теперь берем спицы меньшего размера, я беру струйки, перехожу на 2,5 и начинаем формировать нашу горловину, а именно резинку. Обязательно повесьте маркеры для того, чтобы не запутаться, да, где у нас начало, конец ряда. И вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так продолжаете вывязывать по кругу вашу горловину на необходимую высоту. У меня это будет 5-6 рядочков. В принципе, я хочу сделать так же, как и внизу. Ну, посмотрю, как будет смотреться. Будет это больше или меньше, не знаю. Значит, еще такой момент. Когда вы вяжете резинку бабушкиными петлями по кругу, она может дать косину. Для того, чтобы этого не было, вы можете провязать там, допустим, пару рядов бабушкиными петлями, один ряд классическими. Пару рядов бабушкиными петлями, один ряд классическими. И вопрос косины, скажем так, уйдет сам собой. Все, продолжайте вывязывать вашу горловину, закрывать я буду иглой. Ну, на этом пока все. Потом вернемся, когда будем вывязывать проймы. Наши проймы. Одну и вторую. Связала я горловину. Вот смотрите, что получилось. Закрыла я ее иглой. Значит, не знаю, говорила я или нет, у меня на горловине оказалось 124 петли. Значит, 124 петли, это вместе с поднятыми в общем количестве получилось. Значит, я провязала один установочный ряд лицевыми петлями, полностью по кругу лицевой ряд. Да, это я считала, когда вот я поднимала, я провязывала. Вот этот первый ряд установочный, он был лицевыми петлями. Вот смотрите, как смотрится все. Она еще не постирана, поэтому, естественно, скажем так, петли еще гуляют немного, если можно так выразиться. Дальше, после того, как я провязала один ряд установочными лицевыми петлями, я провязала 5 рядов резинкой 1 на 1 спицами номер 2,5. И полой резинкой 2 ряда. Как вязать полую резинку, я покажу на проймах, вот, когда буду обвязывать пройму. И после чего я закрыла иглой. Как закрывать, я тоже покажу на пройме. Так, одну пройму я уже провязала. Вот она, так у меня получилось. Вот. На пройме у меня вышло 110 петель, я подняла. Так, значит, сейчас покажу, как я это делала.
Пройму я поднимала сразу спицами номером 2,5. Значит, берем мы с вами нашу ниточку. Вот, находим петелечку, вот она, и поднимаем. Можно это сделать крючком, можно делать сразу спицами, кому как удобно. Вот так вот каждую петелечку поднимаем. Значит, отслеживайте, пожалуйста, сколько вы поднимаете петель на одной пройме и на второй пройме, для того, чтобы не было потом у вас разницы в количестве вывязанных петелечек. Она вам совершенно, эта разница, не нужна. Так. Вот так вот поднимаете. Я хочу показать, как я буду поднимать вот здесь. Вот видите, вот косичка, подняла, косичка, подняла, косичка, подняла. Вот так вот у нас получается поднимаются петелечки. Смотрите, самое главное, чтобы не образовывались дырочки. Потуже затягивайте. Так, и вот мы уже дошли с вами вот до этого момента. Смотрим здесь, вот петелька, да? Подняли. Вот петелька, подняли. Следующая. И вот так вот поднимаете необходимое вам количество полностью. Я сейчас подниму все петли и присоединюсь к вам, покажу, что у нас получается. Вот с обратной стороны будет вот такая косичка внутри. Итак, смотрите, подняла я петли проймы лицевыми петелечками. И теперь мы начинаем с вами вывязывать резинку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, резиночку лицевую, изнаночную мы вяжем на спицах 2,5, 5 рядочков. После чего я включусь и покажу, что делать дальше. Провязали мы с вами 5 рядочков нашей резиночки 1 на 1 в пройме. Вот видите, что у нас получилось. Достаточно аккуратно подняты петли. Вот видите, да? И вывязывалась резиночка 1 на 1. Что мы с вами сделаем дальше? Возьмем спицы меньшего размера. Сейчас у меня спицы 2,5. И вы возьмите еще меньше, для того, чтобы вывязать полую резинку. Она будет тогда смотреться вот так. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот такой вот будет край. Здесь я не меняла номер спиц. Видите, он достаточно толще получился, этот край. Этот немножко тоньше, благодаря тому, что здесь я перешла на меньшие спицы. Но в горловине я и хотела такого эффекта, а вот в пройме, я знаю, что пройма слишком так она растягивается и изнашивается, поэтому приняла решение, что буду провязывать полую резинку меньшим размером. Значит, у меня сейчас 2,5, я беру тоньше спицы. Что мы делаем? Смотрите, лицевые мы снимаем, нить перед работой изнаночную провязываем. Лицевую мы снимаем, нить за работой, изнаночную провязываем
Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. И так делайте до конца ряда. Итак, провязали мы с вами один ряд полой резинки, и сейчас мы провяжем второй ряд. Как мы его будем вязать? Значит, в этом случае мы будем провязывать лицевые, а изнаночные снимаем нить перед работой. Провязываем лицевую, изнаночную снимаем нить перед работой. Итак, вяжите второй ряд полой резинки самостоятельно до конца. После этого я покажу, как мы будем сшивать иглой, закрывать иглой, вернее. Закончила я вывязывать второй ряд полой резиночкой. Вот что у нас получилось. Что мы делаем дальше? Берем, отмеряем от нашего вязания из клубка, ну, примерно 3-4 вот таких обхвата, да, как вот вы должны закрыть. Вот примерно такое же расстояние, умноженное на 3, на 4. Вот. Раз, два. Я отмерю 4. Больше, не меньше. Отрезаем. Клубок можно уже убирать в сторону. Нам он уже не пригодится. Берете трикотажную иглу и заселяете вашу ниточку. Все, заселили вашу нитку. Сначала будет, конечно, не очень удобно, потому что длинный конец нити. Но потом дальше будет все гораздо проще. Что мы делаем? Как мы будем сшивать, закрывать наши изделия? Значит, смотрите, у нас здесь изнаночная петля. Значит, мы начинаем закрывать изнаночную. Вот, видите, вот она изнаночная. Закрываем, проводим, заводим нашу иголочку. Как вам так показать, чтобы было видно? Сейчас это отодвину. Вот сюда, вот. Вот сюда заводите. Завели. Подтянули. Подтянули. Все, завели. Дальше идет у нас лицевая. Лицевая мы заводим иглу от себя вот к себе, да, вовнутрь, изнутри. Подтянули ниточку. Дальше у нас изнаночная, да, вот снова к себе, от себя. Первые там 5-6, скажем так, раз будет тяжело запомнить, но потом вы как по инерции будете это делать. Если вдруг я там недостаточно как бы вам объясняю, да, и закрытие, очень много информации в интернете, да, где девочки именно снимают видео только на закрытие петель, поэтому вы можете посмотреть, конечно. Так, смотрите, к себе, изнаночная, да, разворачиваем и вот как от себя. Подтянули нашу ниточку. Лицевая, да, теперь нам нужно 2 лицевые вместе закрыть. Берем лицевую вовнутрь и вот как изнутри. И подтягиваем. Подтянули. Теперь изнаночная, да, смотрите, вовнутрь и вот изнутри.
Вот развернули. Видите, вот у нас получается петля должна всегда вот красиво разворачиваться. Вы как иголочка ее берете и разворачиваете. Вот. Если мы вот сюда заведем, смотрите, видно, да, что мы ее развернули. Вот развернули, видно, да? Развернули. И эту мы подцепляем для того, чтобы потом она тоже вот так вот развернулась. Также и с лицевыми. Развернули. И вот тоже, если вот так, то она потом как бы развернется. Собственно, вот так вот вы продолжаете до самого конца. Закрепите вашу ниточку, ваш хвостик. И получится у вас вот такой вот край. Вот видно его, да? Тут еще ниточки не обрезаны, не закрыты. Вот. Достаточно аккуратненько получается у нас обработан край. Значит, что вы делаете дальше? Закрываете до конца пройму. Закрыли, провязали горловину. Я сейчас сделаю до стирки замеры. После стирки я снова замеряю. Посмотрим, что у нас изменилось в наших замерах. Вот я прямо сейчас в кадре сделаю вам для вас замеры, да, этой кофточки, чтобы вы видели. И, скажем так вот ее видно, я думаю. Когда я постираю, в начале видео я уже буду снимать, естественно, вставлю, вернее, в начале видео уже ее постиранную нашу кофточку, высушенную. Вот. Расскажу в теории, как она вязалась, и потом буду вставлять уже видео практических наших занятий, да, каких-то моментов. Значит, давайте, ширина вот такая вот горловины, да, от края до края 17 сантиметров. Плечо у нас 9,5, да, 9,5. Высота проймы вот с резиночкой у нас получилось 14 сантиметров. Нет, даже, да, 14 сантиметров. Вот эта часть у нас скос 4,5 сантиметра. По прямой 13,5. Под грудью, ну как объем груди, да, скажем так, под мышками замеряем 41 сантиметр. В талии 41,5 получился. И вот где у нас по бедрам, из-за того, что резиночка 39 стянута, да, длина нашего изделия, я, смотрите, замеряю по центру сначала. — 45,5. И от плеча, вот от самой высокой точки возьмем. — 47 сантиметров. Вот, собственно, ну, давайте еще померяем вот эту высоту с резиночкой, да, 33 сантиметра. Собственно, и все. Ну, по тактильности он очень приятный, все-таки полухлопок. Пайетки вот так вот я провожу, они не колятся. Не знаю, как они себя будут вести в носке. После того, как я их постираю, померяю обязательно, сниму на себе видео и озвучу, насколько, ну, носибельна, да, эта вещь, насколько она приятная, для того, чтобы вы знали, вставлять сюда пайетки или, может быть, их заменить чем-то другим. Вот, но мне сама идея очень понравилась, поэтому я решила ее вот воплотить в жизнь. Надеюсь, у меня это получилось. Вот, я же с вами прощаюсь в этом видео.
У меня, скажем так, поделюсь, осталось еще 4 моточка такой пряжи. Вот газал, да. Значит, смотрите, у меня была упаковка 10 мотков. 3 моточка у меня ушло на детский комбинезон, 3 моточка ушло на эту футболку, майку, топ, называйте как вам удобно. Это 4-й моточек я начала. Вот конкретно обвязать вот эту пройму. Мне не хватило сюда. Я думаю, что те, кто будет вязать на размерчик побольше, да, достаточно будет и 4 моточков. Честно говоря, ну, мне хватило. Я взвешу кофту, озвучу в начале, сколько она весит вместе с пайетками, да. Ну, что еще? Я думаю, что с этой пряжи я еще свяжу, планирую что-то связать детское своему сыну. И если вдруг решу снимать какой-то видеообзор или небольшой МК, обязательно с вами поделюсь информацией. Я же со всеми вами говорю, не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Желаю всем замечательнейшего настроения и всегда быть на позитиве. При любых обстоятельствах смеяться о жизни в лицо и всегда оставаться в оптимистичном настроении. Всем удачи и хороших творческих вдохновений в ваших вязаных изделиях.